Приветствую всех на канале, с вами Алекс Кларк. На повестке дня у нас небольшой анонс от Реаниматора по его грядущему проекту. Ну и что ж, не будем тянуть, но и мы начинаем. Собственно говоря, Рейн анонсировал видео, которое в кои-то веки не является музыкальным. Это будет третий эпизод 4 сезона, который называется «Неопалимое восстание». Или «Не сгоревший бунт», смотря кто переводит. По сюжету, после событий You Can Do Better, Абигейл встречается с Рейном. Ну и также в видео будет множество других различных сюжетных арок, о которых мы сейчас и поговорим. Список у нас официально представлен, каст персонажей, которые появятся в эпизоде, также присутствует, поэтому погнали! Но для начала скажу, что релиз самого эпизода планируется плюс-минус где-то на конец апреля, но скорее всего выйдет в мае. В целом ничего нового, я не тороплюсь. Но возвращаемся к касту. И, честно говоря, увидев впервые этот список актеров, я немного оробел, потому что там 18 говорящих персонажей. Чтобы вы понимали, в моей теме всего 6, максимум 7 человек, не больше. Как мы это будем озвучивать, понятия не имею. Явно это будет очень весело. Но еще больше соболезную тем, кто вообще будет озвучивать в одиночку. А судя по касту и по актовым раскадровкам, у нас будет происходить следующее. Абигейл станет неопалимой королевой, ну допустим, благо в этот раз ее все так же будет озвучивать Амелия Мейдер. Для сравнения, Азуре так не повезло, чтобы вы понимали. Ее рекастнули, и теперь ее будет озвучивать другая чувиха. Надеюсь на лучшее. Ну погнали! Сюжетка Рейна и Абигейл. И вот тут я не знаю, что мне еще добавить, потому что все, что хотел сказать по этому поводу, я уже озвучил в разборе You Can Do Better. Можете ознакомиться, если интересно. Ну то есть напомню. Скорее всего, между ними произойдет длительный разговор на различные темы, от банального завершения их любовной линии до рассказов Кейна о неком пророчестве наблюдателей Эндера, согласно которому среди людей должен появиться избранный, который унаследует силу наблюдателей и положит конец тирании Темного Императора. Ну или что-то в этом роде. И надеюсь, нам ответит на вопросы, такие как, ну например, помнит ли Абигейл, как она стала демоном, как она убила Рейна, как Рейн ее убил, как она вообще была возвращена звездой, знал ли Рейн о том, что Абигейл вообще погибла на мосту или нет, ну и так далее. Также хочется верить в то, что Рейн и Сиара навешают Кейну звездюлей за его махинации. Но не зря же он спрятался за спиной принцессы. Уверен, что встреча персонажей пройдет достаточно гладко. Да, немного поскандалят, да, немного офигеют, да, немного начнут выяснять отношения, но в целом все сгладится. Стеллы в эпизоде не будет, во всяком случае физически, разве что только в роли камео, поэтому битвы принцессы и чародейки тоже не стоит нам ждать, ну во всяком случае на данный момент. К слову, было бы очень интересно посмотреть, если бы Абигейл и Рейн не банально помирились, поговорив друг с другом, а подрались и разошлись по своим сторонам. Хотя я не думаю, что фанаты примут такое авторское решение, поэтому все скатится в клише. В целом ничего плохого в этом не вижу, просто стандарт, ничего особенного. Вторая же сюжетка — это Ванесса и Азура. Ну то есть помните, да? Азура осталась вместе с Ванессой и Хоксвортом наедине в подземелье Фростборнского замка, и между ними должна произойти драка. Но видимо они драться будут в процессе разговора, и как я говорил в разборе You Can Do Better, там может произойти лишь две вещи. Либо Азуру спасут охранники и доставят к Патрику, либо же Ванесса заколдует Азуру, заберет ее с собой и отведет к Кейну. Ну или к базе повстанцев, там как пойдет. Если же Азуру спасут, то вероятно за Ванессой и Хоксвортом Фростборнцы отправятся в погоню. Но что-то не успеет, потому что она умеет закрывать порталы, она же не дура. Во всяком случае, я надеюсь на это. Есть еще третий расклад, это мирный. Они просто переговорят. Ванесса расскажет, что она работает на Кейна, а Азура подумает, ну, раз это Кейн, то ей можно доверять. И отправится вместе с Ванессой на базу восстания. Но добровольно и дружно. Но это слишком бредовая идея, ее даже можно выкинуть в мусорный ящик. Третьим же пунктом в данном видео планируется некое заключение или вывод. Касательно чего тут непонятно, потому что название неполное. Ну, скорее всего, это пересечение сюжетных арок повстанцев Абигейл и побега Ванессы с Азурой. Авторы сериала неоднократно заявляли о том, что Абигейл и Азура встретятся, а значит, скорее всего, Азура была вынуждена пойти с Ванессой и Хоксвортом в Незер. Либо же это Абигейл и Рейн прибудут в Фростборнский замок и там уже встретятся с Ванессой. И это была бы очень хорошая возможность для подведения к четвертому акту, в
котором Патрик собирает фростборнцев и организует совет, на котором обсуждает угрозу со стороны Империи Незера и, собственно, решает, что ему делать дальше. И опять же, его дальнейшие действия я рассказывал в разборе You Can Do Better. Рекомендую ознакомиться, если кто-то до сих пор не решился. Если нужно напомнить, он либо планирует фланговую атаку, либо лобовую с учетом флангов. Вариантов-то немного. Можно, конечно, притянуть за уши, что Майя, поскольку она из Незербейна, знакома с какими-то новыми персонажами, которые и должны оказать помощь Фростборну. Но, блин, это как тыкать пальцем в небо. Это может случиться, а может и нет. Никто не знает, данных у нас никаких нет. А если к ним припрутся повстанцы, то он их припишет в свой план. И, судя по всему, на совете будет Майя, Сифион, Хильда, тюремная стража, которая, видимо, и доложит о том, что Хоксер сбежал. И по поводу этого акта, честно говоря, сказать мне толком больше и нечего. Поэтому переходим к пятому, на мой взгляд, самому интригующему акту. В этом акте появятся персонажи из клипа Pretty in the Sky. Это чемпион Нуриэля Соломнус, который сдох в клипе, но, видимо, воскреснет. А также стражники Эрик и Эван, которые все так же появлялись в том клипе. Видимо, они пережили правление Тускара, правление Думы, правление других узурпаторов, в том числе предка Абигейл и Ванессы Бельфигора Кристофер, королевы Варации, ее сына Глутона, лже-короля, ну и прочих мелких правителей. Как служители душ пережили это? Ну, видимо, здесь и узнаем. Ну или поразмыслим об этом в разборе на Pretty in the Sky. Он уже в разработке. И как же эта встреча может произойти? Ну, тут, конечно, варианты есть, они вроде логичные, но они какие-то скучные. Либо Ванесса сама знакома с этими персонажами и поэтому попросит их о помощи в свержении Наеуса. В конце концов, Наеус убил Солемнуса и Нуриэля, у него личные счеты. Плюс Ванесса и Абигейл являются потомками изначальных незерских королей, а Абигейл вообще законной принцессы Незерского трона. Поэтому у них и будет мотивация объединиться. Либо же, если судить по расположению персонажей в списке каста данного видео, то есть небольшая вероятность, что именно Майя из Незербейна сведет лидеров Фростборна и этих персонажей вместе. И единым фронтом они выступят против вернувшегося императора. Но, повторюсь, это как-то притянуто за уши, потому что предпосылок на то, что эти персонажи знакомы, у нас не было. Но мы говорим о сериале Fractures и о вселенной Реаниматора, поэтому тут любой рояль в кустах может вырасти. Ну да ладно. На этом пока что я завершаю данное видео. Мысли по грядущему клипу у меня есть, но я, пожалуй, воздержусь от их высказывания. В конце концов, я хочу, чтобы и вы насладились будущим клипом, и не хочу вкидывать спойлерные теории. Поэтому я с вами прощаюсь. Благодарю вас за просмотр данного видео. Вот этих чуваков благодарю. Они немного скинулись на создание каверов по вселенной Рейна. Если хотите помочь проекту, можете также участвовать в сборах. Всех жду. Ну а на этом у меня все. Благодарю за просмотр. Лайки, подписки, комментарии приветствуются. Всем удачи, всем пока. На связи был Алекс Кларк. Пока!